Всем привет! Сегодня я готовлю шоколадный чизкейк без выпечки. Это потрясающий десерт, который наверняка понравится всем любителям шоколада, а также кофе. Потому что кроме шоколада я буду добавлять также кофе, и будет такой легкий оттенок мокка. Первым делом я поместила печенье в пакетик для того, чтобы его измельчить. Тем временем у меня на водяной бане уже растапливается сливочное масло. К печенью сразу в пакетик я добавляю какао, но можно также купить сразу шоколадное печенье. Здесь у меня растопленное сливочное масло, высыпаю сюда печенье. По желанию сюда можно добавить орешки. Пока я перемешивала печенье, вспомнила о том, что нужно залить желатин. Здесь у меня желатин, я заливаю его молоком комнатной температуры. Я использую обычный быстрорастворимый желатин, но ему всегда нужно давать постоять вот так вот в жидкости, а далее растапливать на водяной бане. Далее я беру тарелку и разъемное кольцо. Можно использовать здесь также любую форму для выпечки, но обратите внимание, что у меня кольцо диаметром 15 см. В описании к видео я укажу вам количество ингредиентов, которые использую я, а также количество, которое пригодится, если у вас форма побольше и вы хотите сделать большой торт. Чтобы торт удобно было извлечь из этой формы, я всегда обтягиваю пленкой. Сделать это довольно непросто, поэтому я обматываю с двух сторон, а далее просто вырезаю кольцо. Пересыпаем подготовленную крошку на дно формы. Нужно хорошо утрамбовать. А сейчас ставим в холодильник на то время, пока мы будем готовить сырную массу. Шоколад мы должны растопить на водяной бане. Если вы хотите торт с кофейными нотками, добавьте еще также кофе к шоколаду. А затем уже ставим на водяную баню. Сливочный сыр у нас должен быть абсолютно мягким. Я достаю его из холодильника за полчаса до начала приготовления. Сейчас к нему добавляю сахар. Шоколад у меня растапливается на водяной бане, к нему я добавила немножко молока, буквально 20 мл, для того, чтобы шоколад в итоге был более текучим. Если не добавить молоко, то шоколад сразу начнет застывать, и нам его будет сложно соединить с сырной массой. Сейчас уже шоколад нужной консистенции. Я пока его не убираю с горячей бани, чтобы он не начал застывать. Сливочный сыр вместе с сахаром перекладываю в чашу миксера. Миксер поможет нам сделать массу более однородной. Далее я взяла жирные сливки, понадобится нам их совсем чуть-чуть. Погрузила в такой высокий стакан, удобнее будет взбивать. Добавлю к сливкам 1 столовую ложку сахара. Сливки у меня уже держат форму, на этом я прекращаю взбивать. Далее я прям вот так вот с непомытым венчиком поставлю миксер на место, где у нас был сливочный сыр. Сейчас, не переставая вымешивать, добавим сюда шоколад, а затем сливки. Потому что сливки мы взбивали очень холодными, а шоколад при контакте с холодными продуктами сразу начнет либо браться комочками, либо густеть. Не выключая миксер, добавляю шоколад. Когда шоколад объединился с сыром, добавляем сюда сливки, при этом не выключая миксер. Желатин я растопила на водяной бане в той же мисочке, в которой растапливался шоколад, поэтому он у меня такого кремового цвета. Сейчас, не выключая миксер, ввожу его в сырную массу. Кстати, если вы не хотите использовать желатин, то можно добавить больше шоколада, и десерт сам застынет в холодильнике. Растопленный желатин уже должен быть комнатной температуры. Достаем наш корж из холодильника и выкладываем на него сырную массу. Покрутим немного, постучим, чтобы выпустить лишний воздух. Но я думаю, что масса и так сама хорошо везде просочится. Сейчас ставим в холодильник на пару часиков, чтобы десерт застыл. Сделаем еще верхний слой из шоколада. Измельченный шоколад заливаю горячими сливками. Не молоком, а именно густыми жирными сливками.
Я нагревала их до первых пузыриков. У меня сливки немного остыли, когда я разрезала шоколад, поэтому я еще раз все поставила на водяную баню, хорошо растопила шоколад и еще добавила немного кофе. Вот эти крупинки — это как раз кофе. Нужно еще хорошо помешать, чтобы и кофе растворился, тогда получится идеальная шоколадная глазурь. Нужно немного остудить шоколад, если вы также нагревали его на водяной бане, и когда он будет только тепленьким, выльем его на наш тортик. В моей формочке осталось совсем чуточку места до верхней точки кольца, поэтому буду выливать очень осторожно, чтобы не перелить. На холодном тортике шоколад моментально густеет, и уже видите, как тяжело стекает. Сразу ставлю в холодильник, чтобы ни грамма шоколада не убежало. It's wonderful when you smile. Yeah. I think I'm lost in your eyes. Yeah. Our love is strong, more than a mystery. The flame still burns. That's our misery. 'Cause I feel sad when you are far, when you are not here. Получился очень вкусный, нежный десерт. Приятно ощущается сладкий шоколад, также оттенок кофе. Обязательно рекомендую приготовить всем любителям чизкейков, а также шоколадных десертов. Желаю всем приятного аппетита и до скорых встреч на канале «Готовим для души».